Всем привет! И сегодня я расскажу, как я делала затирку. Затирку лучше делать под конец отделки, иначе вы ее просто испачкаете. Отделка обычно делается сверху вниз. Стены у меня уже покрашены, поэтому можно смело приступать к затирке. Сначала я расчистила все швы вот такой интересной штучкой. Этот инструмент я купила в Леруа рублей так за 200. Плитку я укладывала аккуратно, поэтому стыки у меня почти не забиты клеем. Для узких стыков использовала вот такой шпатель. А чтобы понять, почему не все стыки ровны, надо посмотреть мое видео об укладке плитки. Пылесошу и убираю присохшую грязь, если же она есть. По этой плитке я уже ходила 1,5 месяца, поэтому мне есть что почистить. Кстати, я послушала ваши советы и купила себе наколенники, потому что я вас очень люблю и уважаю. Вы у меня такие заботливые. Итак, полы у меня готовы к затирке. Я выбрала Килта, она не самая дешевая, зато с хорошими отзывами. А также она продается в ведрах, в которых ее удобно замешивать. Внутри есть вот такой жгутик, но он нужен только для затирки настенной плитки, чтобы выдавить затирку и сформировать канавку. На полу же мне такого не нужно, иначе там постоянно будет мусор. Воду добавляю по инструкции. Возьму ножницы и использую лайфхак, который недавно выставляла в своей группе. Делаю вот так и замешиваю затирку. Начала я с плинтуса плитки, приклеила скотч, чтобы не испачкать краску, и заделаю затиркой стык плитки и краски, чтобы не было щелей. А что же делать с внутренними углами? Для этого есть специальный шпатель, тоже из Леруа. Можете обвинить меня опять в рекламе, но, к сожалению, это неправда. В идеале внутренние углы проходить силиконовым герметиком, который я поленилась купить. А проходить герметиком надо, потому что затирка не пластичная и может треснуть в углу. Когда я буду делать ремонт в санузле, я так и сделаю. А мастерская, ну это ж мастерская. Затирку я наношу перпендикулярно шву, чтобы она забила весь шов. Резиновым шпателем я убираю затирку по диагонали под 45 градусов. Расскажу несколько важных моментов. Первое. Для высокопроходимых помещений лучше выбирать цвета плитки и затирки серого, коричневого или темно-бежевого цвета. На слишком светлых или темных тонах очень заметна грязь. Да и белая затирка быстро впитает в себя и станет темной. А черная, наоборот, она светлеет. Кстати, вариант покупать дорогую эпоксидную затирку и портить себе здоровье и нервы при ее нанесении. Но не советую. Если же хочешь, чтобы каждая плиточка выделялась, то возьми затирку светлее или темнее на несколько тонов. Если хочешь равномерный цвет пола, чтобы в глаза ничего не бросалось, то бери под цвет плитки, как это сделала и я. Откуда же я это знаю? Теперь у меня куча учителей, почти все строители-блогеры уже обо мне знают и помогают. Наношу таким образом несколько квадратов, затем беру вот такую пористую плоскую губку и начинаю смывать затирку круговыми движениями. И именно круговыми, иначе можно смыть слишком много. Таким образом я затерла весь пол, затирать несложно, но сам процесс очень долгий. И все тело затекает находиться в одном положении. Кстати, в СПБ затирка 1 метра квадратного плитки стоит около 200 рублей. Я так бы лучше саму плитку еще раз уложила, чем затирать.
Когда работаешь и ведешь свой блог, работать до полуночи – это нормальное дело. Уже на следующий день мне осталось только начисто помыть полы от налета. Это несложно, если, конечно, у вас нет земца. Примыкание двери и плитки я не затирала, там я сделаю силиконовый герметик. Итак, все готово, и совсем скоро я начну делать электрику. В связи с этим у меня появилось несколько вопросов, ответьте на них, пожалуйста. Электрику я буду делать по наружке, и поэтому вопрос, в нем кабель лучше делать в гофре или можно и без нее? И какой лучше использовать способ крепления кабеля? Дюбель-хомут, трасса из перфоленты или крепеж для гофры? Заранее спасибо вам за ответы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Присылайте мне свои работы и творения в группу ВКонтакте в предложенные новости. А девушек с золотыми руками приглашаю в друзья и в личную беседу. Люблю вас! Пока-пока!